Всем привет, с вами Тори-чан! Знаете ли вы, что такое суши на самом деле? Суши – знаменитое блюдо родом из Японии, покорившее сердца многих, кто даже в Японии никогда не бывал. Для начала, суши или суси – вот в чем вопрос. В японском языке нет звука ши, си или щи, есть что-то наподобие смеси этих звуков, поэтому правильно произносится суши. Суши. Также, если в начале слова суши идет название вида суши, то произносится как дзуши, например, нигири дзуши. В наше время есть огромное количество разных видов суши. Нигири дзуши, всеми любимые роллы, или как в Японии называют маки дзуши, темаки дзуши, чираши дзуши и так далее. Казалось бы, такое простое блюдо, сделанное только из риса и рыбы, но в то же время как маленькое произведение искусства, доведенное до совершенства. Считается, что история суши началась 1300 лет назад. В районе 710 года, в эпоху Нара, когда столицей Японии был город Нара, в Японию из Китая передался способ приготовления рыбы, когда речную рыбу, чаще всего карась, мариновали вместе с солью и рисом. Это был древний способ хранения рыбы, который в китайском языке называли си или са – соленая рыба. Тогда целый карась посыпали солью, перемешивали с отваренным рисом и оставляли ферментироваться на год, а иногда и несколько лет. Это было не блюдо, а скорее как древние консервы для тяжелых времен, когда не было доступа к свежим продуктам. Ферментация молочной кислоты расщепляет крахмал и сахар в рисе, превращая его в кашу. Молочно-кислые бактерии, образующиеся в результате этого брожения, повышают питательную ценность рыбы и в то же время предотвращают ее порчу. Именно это считается предком современных суши. Только тогда ферментированный рис выбрасывали и ели только рыбу. В японском языке такую маринованную с рисом и солью рыбу называли наредзуши. Наре – созревший, а суши – это японское произношение китайского иероглифа са – соленая рыба. Второе название – фунадзуши. Фуна – это карась, поскольку чаще всего использовали именно эту речную рыбу. Примерно с 1185 года, в эпоху Камакура, когда столицей Японии стал город Камакура, для наредзуши начали использовать не только целую рыбу, но и остатки рыбы после приготовления других блюд. Только примерно с 1336 года, в эпоху Мурамачи, рис в суши тоже начали есть. Приготовление наредзуши занимало от нескольких месяцев до года, в процессе чего рис превращался в кашу, которую выбрасывали. В те времена рис был ценным продуктом, выбрасывать который было расточительно, поэтому в эпоху Мурамачи процесс ферментации решили сократить. Рыбу, карась или скумбрию посыпали солью и выкладывали на вареный рис. Иногда делали несколько таких слоев из риса и рыбы, прижимали камнем и оставляли мариноваться от 2 недель до 1 месяца. Такой короткой ферментации не хватало для полного приготовления рыбы, поэтому рыба оставалась немного сырой, но зато рис не успевал полностью перебродить и оставался в своем первоначальном виде, что позволило есть рыбу вместе с рисом, почти как современные суши. Впервые суши превратились из еды длительного хранения в блюдо с четким сроком приготовления. Поскольку это была не до конца маринованная рыба, такие суши называли нама наредзуши или наманаре. Нама переводится как «сырой». С 1603 года в Японии началась эпоха Эдо. В эпоху Эдо, когда столицей Японии был город Эдо, нынешнее название которого многие знают как Токио, рисовый уксус получил широкое распространение по всей стране, в результате чего родились хаядзуши. Хаядзуши, дословно быстрые суши, это суши, не требующие ферментации. В деревянную коробку выкладывали рис, перемешанный с солью и уксусом, сверху выкладывали рыбу или моллюски, поливали уксусом и накрывали деревянной крышкой. За счет пресса и уксуса рыба мариновалась быстрее, поэтому люди могли есть суши сразу. Мариновали такие суши от нескольких часов до 1 дня. Хаядзуши мариновали в деревянной коробке, а перед сервировкой резали на квадратные кусочки. Поэтому второе название таких суши – хакодзуши – суши
в коробке, но также суши могли порционно мариновать в листьях хурмы или бамбука. Этот способ приготовления в Японии используют до сих пор, но в наше время такие суши называют ошидзуши, прессованные суши. 1800 год, конец эпохи Эдо. В то время Эдо был городом-миллионником, куда съезжались люди со всей страны. Рабочие, торговцы, путешественники. Город был переполнен спешащими куда-то людьми, почти как и нынешний Токио. Люди хотели быстро что-то съесть и дальше идти по своим делам. Такой быстрый темп жизни большого города создал целый бум на уличную еду. Среди простого населения стала быть популярна быстрая еда, которую продавали в уличных лавках ятай, например, гречневая лапша соба и темпюра. Хакодзуши, суши в коробке, были популярны, но это была дорогая еда для простых людей. Не из-за рыбы, как может показаться, а из-за рисового уксуса. Рис был дорогим и ценным продуктом, поэтому рисовый уксус, который изготавливали из риса или саке, делал суши в коробке дорогим удовольствием. Но это изменилось с появлением красного уксуса аказу. Аказу делали из остатков риса при производстве саке, что делало красный уксус намного дешевле обычного рисового уксуса. Аказу отличался от обычного рисового уксуса не только своим красным цветом, но и более мягким вкусом, который хорошо подходил для изготовления суши. Дешевая стоимость красного уксуса, вкусное сочетание с рисом и рыбой и потребность жителей Эдо в быстрой еде дали рождение нигири-дзуши – суши, которые можно было есть сразу, как их приготовили. Нигири-дзуши, дословно сжатые суши, готовили не в коробках, а сжимали рис руками. Такие суши стали одними из самых популярных быстрых перекусов в уличных лавках ятай. Также их называли эдомае-дзуши – суши эдомае, поскольку в них использовались морепродукты и водоросли, выловленные в Эдомае, Токийском заливе. Именно в период Эдо название суши совершенно поменяло свой смысл. Иероглиф, который пришел из Китая и обозначал соленую рыбу, устарел. Поэтому жители Эдо, которые любили символизм, придумали для слова суши новые, более модные иероглифы, которые используют по сей день. Эти новые иероглифы для старого слова суши дословно обозначают «жить долгую жизнь», а не соленую рыбу. Видно, это было не модно в Эдо. Внешне эдомае-дзуши уже больше похожи на привычные нам суши, но есть несколько отличий. Первое и самое большое в прямом смысле слова отличие – это размер. Эдомае-дзуши были в несколько раз больше, чем суши сейчас. 1-2 таких суши хватало, чтобы наесться, но поскольку их было неудобно есть, суши подавали, разрезав на 2 части. Считается, что современный стиль подачи 2 суши на одной тарелке является пережитком того времени, когда суши разрезали. Второе отличие – рыбу не использовали сырой, ее обязательно жарили, варили, парили, тушили, засаливали в соли или соевом соусе или мариновали в уксусе. Третье. Для риса использовали красный уксус и много соли, чтобы рис не проигрывал по вкусу засоленной рыбе. Четвертое. Поскольку использовалась засоленная рыба, соевый соус не использовали, но вот васаби, говорят, использовали уже с эпохи Эдо. Пятое. Были популярны совершенно другие начинки. Японцы тогда любили не жирную рыбу, как кохада, пятнистый канасир, которую засаливали или мариновали в уксусе, а наго, морской угорь, приготовленный на пару, суши с отваренной креветкой или японским омлетом. Популярные сейчас суши с жирным тунцом, торо или лососем не готовили. Суши с тунцом готовили только из красной части тунца, предварительно засолив в соевом соусе, а жирную часть тунца торо использовали для супа или отдавали котам. Лосось же в то время не ели из-за его малодоступности и паразитов. Шестое. Суши были не едой, а больше как быстрый перекус. Их ели стоя в уличных лавках, покупали с собой, устраивали пикники с суши, и даже была доставка наборов суши, прямо как в наши времена. Поскольку суши были больше как закуска, долгое время к суши не подавали алкоголь, а подавали суши с чаем. Чай подавали в больших чашках юноми, чтобы повар суши успевал всех клиентов обслужить и не тратил время на доливание чая. В эпоху Эдо появились не только нигири-дзуши, но и маки-дзуши, рис с начинкой, закрученный в водоросли нори,
и инаридзуши – рис в мешочках из обжаренного тофу. 1868 год. Эпоха Мэйджи. Это время, когда Япония начала активно сотрудничать с другими странами и перенимать их культуру и технологии. Но также в эпоху Мэйджи начали делать суши с использованием сашими – сырой рыбы. С 1897 года начала развиваться промышленность по производству льда. И наряду с развитием методов рыбной ловли и логистики, суши-лавки, которые раньше не могли хранить сырую рыбу и использовать ее в суши, теперь могут замораживать и хранить стоппинги для суши со льдом. 1912 год. Эпоха Тайсё. В ранний период этой эпохи начали появляться суши-рестораны с электрическими холодильниками. Начинок для суши становилось все больше, а риса все меньше. Стиль нигири-дзуши долго был популярен только в Токио, где он и родился, в то время как в других регионах Японии все еще пользовались популярностью хаядзуши и хакодзуши. Считается, что стиль нигири-дзуши был популяризирован по всей стране суши-поварами, которые были вынуждены разъехаться по всей Японии после великого землетрясения Канто в 1923 году, которое практически уничтожило весь Токио. Эпоха Сёва. После окончания Второй мировой войны понемногу вместо красного уксуса для суши снова начали использовать обычный рисовый уксус. Причиной послужило то, что уменьшилось производство саке, и в результате этого уменьшилось количество остатков риса, которые использовались для производства красного уксуса. Кроме этого, изготовление красного уксуса аказу – это длительный процесс, который может занимать несколько лет. Поэтому красный уксус подорожал, а обычный рисовый уксус стал дешевле. Еще одна важная дата в истории суши. В 1958 году в Осаке открылся первый в Японии ресторан с вращающимися суши. После этого суши разделились на два направления – дешевые и доступные вращающиеся суши и дорогие суши в ресторанах. Постепенно японская кухня начала набирать обороты в Америке и понемногу подстраиваться под иностранные вкусы. Да-да, я говорю о роллах. По одной из теорий, в 1963 году в ресторане Little Tokyo в Лос-Анджелесе суши-повар Машита Ичиро разработал суши-ролл с начинкой из краба, авокадо и майонеза, который позже стал известен как Калифорния ролл. Идея завернуть суши рисом вверх у повара появилась тогда, когда он увидел, как американцы ели суши, снимая с них водоросли нори, потому что они их пугали. Поэтому Калифорния ролл был придуман не в Японии, но японским поваром для американского маркета. В середине 1980-х годов в Японию из Норвегии и Канады начали импортировать атлантический лосось, выращенный на рыбных фермах, где строго контролировали корм, что не давало лососю заразиться паразитами. Несмотря на то, что в Японии до 80-х годов не ели лосось сырым, благодаря буму на вращающиеся суши он быстро завоевал популярность наравне с тунцом. В это же время в Японию из Америки завезли Калифорния роллы, которые сейчас обожают японские дети. В наше время в Японии существует много разных видов суши, но популярные за границей роллы в Японии можно найти только в дешевых суши-ресторанах. Когда японцы говорят суши, обычно имеется в виду нигири-дзуши, которые были рождены в эпоху Эдо, а свой современный облик приобрели после 1945 года. За 1300 лет своей истории суши были продуктом длительного хранения, быстрым перекусом, блюдом для богатых и популярной закуской для обычного населения. Их засаливали, мариновали, придавливали, сжимали, использовали речную рыбу, морепродукты, водоросли, овощи, а в наше время даже мясо. Пожалуй, самое неизменное в суши – это использование риса. На усовершенствование суши понадобилось 1300 лет, поэтому неудивительно, что это блюдо покорило сердца многих. Это была история эволюции суши. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вам нравится видео в такой стилистике, жду от вас комментария, лайка, также подписки на канал. Если вам очень нравятся такие видео, вы можете стать спонсором этого канала. Вся информация есть в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!